Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за Бобра Бейтс. Да, прокачаем ему сегодня 4-й слот. Да, все-таки я не могу удержаться, хочется очень сильно прокачать на этого монстра 4-й слот, чтобы прям вообще люто нагибать, поэтому давайте это сделаем. В принципе, монетки накопились, поэтому я что, зря вчера открывал серебряные сундучки, лутал рейтинг, что ли? Поэтому давайте качать. Итак, ребятки, у нас, в общем, много всякого разного сейчас в игре происходит. Много, карта, в общем, красивейшая просто. Я до сих пор ее всю не видел. Там такая пещерка, кстати, слева вверху очень красивая. Кто не смотрел, тот посмотрите. Ну и такие дела. Ага. Блин. Ну, что? Сказал, значит, будем делать. Даже с тем, что тут надо закинуть еще лишние 50 тысяч монет. Обидно, конечно, такое делать без акции на скидку. Ну, что поделать. Погнали. Вот он. 4-й слот, 120 тысяч монет. Ну, бобер этого заслуживает, бобер имба. Тем более там 100 жетонов осталось до следующего уровня, поэтому это жестко. Блин, хочется это прокачать, капец. Ну, будем держаться до следующей прокачки. Опять же, у меня здесь есть, как вы видите, куча атрибутов. Давайте вот эти вот два возьмем, чтобы бобера еще больше усилить. В принципе, по сравнению с теми атрибутами по стоимости, они прям стоят копеечек. Так вот, новая карта красивая, все дела. Я могу сказать инсайдерскую информацию. Там есть еще кое-что интересное, которое не факт, что, конечно, у нас появится скоро в игре, но оно очень интересное, да. Я хотел бы еще больше навыкнуть, но, к сожалению, не могу. Итак, идем дальше. Что же брать бобру за 4 слот? Я думаю, это будет подвижность. Для командных боев это будет самое лучшее, что можно взять. Опять же, какая подвижность? Конечно, я хочу взять на него вот эти вот два предмета. Просто лютейшим образом хочу, особенно докачать бинт до 8, но... У нас есть вариант либо сандали, либо ботинок. И нужно выбрать. А выбор очень сложный. Ботинок, кстати, 10 уровня, сандали 9. Отдельность 2 и 3. Просто что-то бустит очень жестко, и что-то нужно брать, и как бы вопросики возникают. А что взять? А что? Ну, давайте первый бой, наверное, сыграем... Хочется сказать с ботинком, давайте с ботинком. Все-таки... Больше будем играть по суше, я думаю. Пока что я еще не могу привыкнуть к сандалии святого, поэтому такие дела. Ну и... Наверное, все. Укол адреналина, но без него выходить нет смысла. Кассетка слишком большой урон дает, чтобы от нее отказываться. Ну и дефибриллятор для гениев команды. Ну, давайте пока что оставим. Хотя, возможно, все-таки бин был бы лучше. Призывы вампира вместо чего-нибудь. Ну, короче, ладно. Итак, копье. У нас имеется два атрибута. Скорость. Добавим скорость для чего? Угу, одного раза хватит. Чтобы было красивенько. И тут дальность 2%. Добавляем, короче, перезарядку, будет красиво. Ну и граната. 2% радиуса, 3% перезарядки или 5% дальности. Сложно. Давайте радиус возьмем. Или дальность. Короче, ладно, берем радиус. Фиг с ним. Бобра я сделал. Итак, ребят, еще хотел один момент напомнить. Как напомнить? Вчера я проводил опросы. Ваши комментарии, все дела там. Стоит ли добавлять аптечку в бои в игре Зуба, можно ли, чтобы ее покупать можно. То есть сейчас разработчики это тестируют, я так понимаю, это не всем выпустили, потому что я у себя такого не вижу. Возможно, из-за того, что играю в командных боях в основном, хотя я играл вчера и в соло. Ну, в общем, разобрано много. Не только вас, но и меня спрашивали. Так вот, о чем же были эти вопросы? Я вам сейчас немножко поведу свое мнение. То есть там же не только мнение ваше учитывалось, поэтому... Вообще разрабы, я думаю, не будут учитывать многие мнения. Ну, вы должны это сами прекрасно понимать. Ну так, в общем, к чему я веду? А веду я к следующему. По поводу аптечки. Нужна ли она в боях и все дела. Я считаю, что она нужна только на одном этапе. Это в начале боя. Когда нужно... Ну, когда нет аптечек и не везет с рандомом. Бывают такие моменты, что... Нету таких моментов. Моменты, которых нету, короче. Ну, вы поняли. Так вот, к чему я веду. Закинем автоатакой пока что. Так, нормально, поживем. Похилим сейчас. Там Дона уплыла, кстати. Я видел ее. Ай, сложно, ребятки, извините, сейчас контролировать себя, потому что, ну, видите, динамичный замес. В общем, мысли сейчас немножко свои приведу в порядок. Так вот. Сейчас сожру. Как же этот неадекват меня не бесит? Да блин, хватит меня гранатами взрывать, задолбали, дайте похилюсь. Сейчас я немножко дожму тут этих неадекватов. Успокоюсь и... Да что так мало хилит, а? И расскажу вам. Так, короче. У нас есть опросник, я проводил. По поводу аптечки в боях, покупать или нет. Разрабы, скорее всего, добавят эту функцию
как бы вы ни говорили там, что это не нужно добавлять зубов, скорее всего будет. Ну вот 100 пудов будет. Потому что, ну, разрабам выгодно. Это все-таки у нас игра игрой, а бизнес бизнесом, поэтому должны понимать это, да? Так вот, к чему я веду. Я разработчикам написал свое мнение, в котором я сказал, что... Ну и ваше мнение тоже написал, ну, сейчас по свое расскажу. Так вот, я им рассказал, что было бы классно, если бы добавлять одну аптечку, возможно, только одной аптечки за бой, и только в начале боя. Потому что бывают такие бои, что ты не можешь найти ничего. Да, таких боев бывает много, даже очень много. То есть, ну, ботов не можешь найти, и как бы ты, получается, без аптечки, а они с аптечками. И как бы, ну, ты проиграл, все. Слишком большое преимущество, то, что игрока и с аптечкой у тебя нет. Правильно? Правильно. Но если у каждого будет по одной аптечке в начале боя, к примеру, да, неважно, как эту аптечку получать, покупать или получать какие-то ивенты или что, в общем, неважно как, к чему я веду. Блин, Хамилёш слишком шустрый. Так вот, это было бы неплохо. Да, блин, как же он мне задолбал этот орел. Сейчас мы его спасем, он меня уже просто надоел немного. Ой, гений. На орле. Еще хамелеон этот дерзкий, просто неадекват какой-то. Так вот, возвращаемся к теме. Я им предложил, ну, конечно, свое мнение, которое, опять же, никто вряд ли учитывать будет, вы же знаете, разрабов. Они-то на мнение комьюнити обычно забивают, да? Причем всех игроков зубы, которые пишут комментарии, все дела, ну, практически всегда забивают. А тут, как бы, какой-то там один чел мнение свое высказал, ну, вы понимаете. Поэтому особо рассчитывать ни на что не приходится, но я им сказал, что было бы классно, если бы одна аптечка на бой и в начале боя только. Чисто вот, чтобы убрать этот рандом с тем, что вы не можете найти в начале боя себе бота, убить его, аптечку залутать. Плюс, вы знаете, у нас есть никсы, хамелеоны, которые придут, у вас отберут в последний момент. Ну, все вы прекрасно это знаете. Как это бомбит, вы все прекрасно тоже знаете. Поэтому говорить тут не о чем. Так, поэтому я именно этот вариант предложил разработчику. Больше никаких других вариантов я не предлагал. Опять же, ясное дело, почему. Я думаю, вы понимаете, потому что, ну, реально дисбаланс лютейший будет, если будет неограниченное число аптечек. Да даже 2 это уже много, как бы, ну, в любой момент боя, представляете, челик покупает себе 2 аптечки. Типа вот, есть обычные аптечки, которые выпадают, а есть вкладочка, ну, я, к примеру, привяжу, я не знаю, как там будет. А есть вкладочка с дополнительными аптечками, которые ты купил, и все. Круто? Угу. Прям... Капец, у одних по 2 аптечки, у других по 4. Нормально, баланс. Ну, поэтому смотреться это будет не очень. А вот в начале боя одна аптечка, это, по крайней мере, уберет вот эти вот сливы в начале боев. Когда ты просто ходишь себе там, бац, на тебя напал кто-то, тебе с лутом не повезло, с ботами не повезло, аптечку тебя с подноса забрали, ты как бы откинулся. Интересно? Нет. Как бы чисто рандом, который, ну, слишком рандомный. То есть должен быть хотя бы минимальный набор лута, который, ну, ты лутаешь первые секунды, да? А у нас карта, как вы понимаете, не такая большая, вот особенно когда там 35 человек, да, когда сложные бои, это вообще капец. Поэтому я считаю, что нужно сделать нормально. Поэтому, ну, про аптечку я считаю, что нужно сделать только одну в начале боя. Это максимум, что нужно сделать. Заметьте, красота, да? Вот смотрите, как разрабы над всем этим работали, а? Ну, красота же, а? Лучше бы, конечно, новую карту сделали, но... Видимо, у них там технически это не получается, потому что, я думаю, они бы реализовали уже давно ее. Я, кстати, вам сейчас покажу. Тут вот за бобра можно это делать, показывать, все дела. Вот, видели, там крабика мордочка такая модная. Но это еще не все, там... Я хотел Ледовый дворец показать, но, наверное, не получится, потому что моя команда разбежалась. И все дела. Ну, давайте попробуем все-таки собраться как плюс-минус. Найти еще одну аптечку надо бы. О, Никса, кстати, убил. Отлично. Поставим стенку заранее, чтобы противнички ничего мне не могли сделать. Ой, я, конечно, царь. Царь, как всегда. Никса сейчас надо добивать снова. Неадекватный Никс. Какой же неадекватный. Так, акула тоже бахнем. Закинем сразу сюда, чтобы он, когда резал Никса, сам умер. Гений. Как же мне эти гении нравятся, ребят, вы не представляете. Видали, кстати, от Джейд... Ой, от Джейд. От... Вот же ж падла. Да, вот такие вот игроки в нашей игре, ребятки. Вы сами все видели, в принципе. Конечно, хамелеон, сам он вроде бы не хотел притягивать, да? Он, видели, потом отошел. Но...
Фей нужнее, видимо. Легендарный лук, а мне он не нужен, да, бесполезная штука вообще. Вообще, бобер же ничего не делает, в отличие от Фей. Фей там все соло затащил, а бобер был бесполезный. Да, бобер бесполезный, а Фей полезный. Понимаю. Особенно Хамен, кстати, полезно, заметьте. В бочку залез. Забаррикадировал, не даю уйти возможности. Я сейчас, кстати, отъеду из-за этих гениев. Ну вот, я и отъехал из этих гениев. Просто бесполезная команда, которая сжала легендарный дроп. Как всегда. Ай, ну, вот такие вот, ребятки, новости. Я, как говорится, разрабам все передал. Теперь будем ждать, что они сдомутят, потому что непонятно, как оно, что будет. Опять же, где эта аптечка будет покупаться. Все сложно, но мое мнение вы слышали. Я его передал разрабам, надеюсь, они сделают именно так. Потому что сама аптечка, она как бы реально штука полезная. И в начале боя, ну, она должна быть, я считаю. Как бы. Конечно, меня здесь душат, я ничего не могу сделать, это же так логично. Сейчас похилимся. Залутаем то, что получится залутать. Ну не могу я, короче, сейчас это вывозить, но вы посмотрите. Вот видите, была бы аптечка, это было бы все уже совсем по-другому. Не было бы такого дурацкого слива. Еще была бы команда хорошая, тоже было бы все по-другому. Но получается, что получается. Ладно, ребят, не хочу это видео затягивать. Оно, в принципе, было такое вот, знаете, чисто на поболтать, рассказать, что как. Что думают там разработчики, что я думаю, что вы думаете. Я все передал. Осталось только дождаться, что же примут в решении своем разрабы. И что же у нас по итогу будет в игре Зуба. Потому что непонятно. Опять же, возможно, в командных боях такого никогда не будет. И чисто это для соло-боев будет, но мы это узнаем уже потом. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Пишите, как вам новая карта понравилась. Красивая вроде бы. Деталей там очень много. Все. Всем пока-пока.